Добрый день. Мы продолжаем говорить о мирах просветления, описанных в книге Даниила Андреева «Роза мира». В этой главе речь пойдет о затомисах, или небесных странах. Даниил Андреев называет затомисами высшие слои каждой метакультуры. Стоит поговорить, что же такое метакультура, что означает эта приставка «мета». Андреев говорил, что прямо сейчас живут и творят каждую культуру не только наши современники, но и те, кто жил на Земле раньше, даже много столетий назад. Сейчас в своем посмертии они действуют в иных небесных мирах. Вместе с земными людьми они составляют непрерывно развивающуюся метакультуру каждой цивилизации. Андреев описывает даже метакультуры таких цивилизаций, которых давно нет на Земле, но жившие когда-то народы продолжают творить на небесах. Эти небесные страны Даниил Андреев и называет затомисами. Миры, о которых здесь речь, отражены во многих земных религиях. В ведической религии и буддизме есть представление о небесах 33 богов, а число затомисов по Даниилу Андрееву 33. И надо думать, такое совпадение не случайно. В христианстве соответствует понятие третьего неба или третьих небес. Например, в Новом Завете упоминается, что апостол Павел был восхищен до третьего неба. Таким образом, затомисы находили отражение в важнейших мировых религиях. Даниил Андреев описал эти миры на основании полученного им духовического опыта. В описании к видео я приведу ссылки, по которым можно подробно посмотреть о жизни Даниила Андреева, его мистических озарениях и о том, как создавалась Роза мира. А сейчас предоставим слово ему самому с рассказом о затомисах. Вершины метакультур, называемые затомисами, до некоторой степени совпадают с географическими контурами соответствующих культурных зон Энрофа. Пространство всех затомисов четырехмерно, но каждый из них отличается свойственным только ему числом временных координат. Материальность этой сакуалы сотворена одной из ангельских иерархий — господствами. Сами же затомисы медленно строятся совместными усилиями иерархии, героев, гениев, праведников и широчайших, способных к творчеству народных множеств, пока сверхнарод, их выдвинувший, продолжает свое становление в истории. И позже, когда его исторический путь завершается, и миллионы его бессмертных монад продолжают свое восхождение от одной высоты мирового познания и творчества к другой. Основателем каждого из затомисов является кто-либо из великих человека-духов. Панорама этих слоев очень отдаленно напоминает нашу природу. Пожалуй, из элементов земного ландшафта ближе всего к ландшафту затомисов — небо с облаками. Океанам нашим и морям соответствуют зоны как бы светлых паров, легко проницаемых и сияющих. Это души морских стихиалий. Рекам Энрофа соответствуют их души, образование невыразимой красоты, на которую даже намекнуть нельзя словами «сияющие туманы». Растительность мало походит на нашу. Это души стихиалий, о которых речь впереди. Пока достаточно, мне думается, сказать, что в затомисах находятся души некоторых стихиалий в промежутках между инкарнациями. Смена суток в этих слоях протекает совершенно так же, как у нас, будучи обусловлена тем же самым вращением планеты вокруг оси. Погода меняется в пределах приятного и прекрасного. Высшее человечество, синклиты метакультур, наша надежда, наша радость, опора и упование. Праведники, некоторые родомыслы и герои вступают сюда почти сразу после смерти в Энрофе, быстро миновав миры просветления.
О подавляющем большинстве таких душ нам не расскажет никакая история. Они прошли в глубине народа, не оставив следа ни в летописях, ни в преданиях, лишь в памяти тех, кто их знал или слышал о них от живых свидетелей. Эти незаметные герои нашей жизни. Думать иначе, то есть вообразить синклит метакультуры в виде некоего собрания знаменитостей, значило бы доказать, что наш нравственно-мистический разум спит еще крепким сном. Другие, в особенности носители особых даров, даже павшие после смерти в глубину чистилищ, поднимаются оттуда силами света, сокращающими сроки их искупительного очищения, и вступают в синклит. Не только иные из художественных гениев, но еще больше родомыслов и героев, а праведники все развязали еще в Энрофе свои кармические узлы, искупили груз своих вин, и смерть для них была широко распахнутыми вратами затомисов. Других смерть застигла еще неподготовленными к высшим ступеням, еще отягощенными. Таким приходится сначала миновать ряд ступеней в верхних чистилищах, верхних по отношению к страшным кругам магм и земного ядра, но нижних по отношению к нам. Многие тысячи таких душ, достигнув, наконец, Гатимны, избирают не новые спуски в Энроф, но труд и великую борьбу в братствах затомисов. Третьи не отяготили своих душ в Энрофе никакими падениями, напротив, но кругозор их, объем их знания, их чувство космического, хотя и выросли после Алирны, все же недостаточно велики. Путь из Алирны означал для них начало странствия, иногда долгого, даже длящегося, может быть, века, пока они не станут способными вместить задачи и мудрость синклита. Таким образом, между последней смертью в Энрофе и вступлением в синклит такие души не искупают, а только расширяют и обогащают себя. Путь перевоплощения вообще не есть универсальный закон, но преобладающая часть монад движется все-таки по этому пути. Они испытали уже ряд рождений в других народах Энрофа, в других метакультурах, даже в другие тысячелетия и на других концах Земли, а до человеческого цикла многие из них проходили свой путь в других царствах Шаданакара. Их шельты надстояли, быть может, даже над существами растительного и животного царств. Иные знали в незапамятные времена воплощения в человечестве титанов среди праангелов или даймонов. Воспоминание об этой гирлянде рождений хранится в их глубинной памяти. И объем духовной личности таких монад особенно велик, пучина воспоминаний особенно глубока, их будущая мудрость отличается особенной широтой. Носители высшего дара художественной гениальности, которым посвящено несколько глав в другой части этой книги, все имели позади себя подобную гирлянду воплощений. И, напротив, праведники метакультур христианских, в противоположность праведникам некоторых восточных метакультур, знают в большинстве иной путь восхождения, путь, приводящий в Энроф лишь раз, но зато в странствиях по другим слоям раскрывающий перед глазами такие высоты мира, что память об этом пылает в их душах, как звезда, и ее лучи во время их единственной жизни в Энрофе распутывают в их сердце все тенета тьмы. Деятельность синклитов необозримо многообразна и широка, а во многом для нас и непостижима. Я мог бы указать на три ее стороны — помощь, творчество, борьбу. Помощь всем еще не достигшим затомисов. Ангелы мрака, хозяева чистилищ, не выпустили бы своих жертв еще века и века, если бы не безостановочные усилия синклитов. Магмы и ужасающие миры земного ядра удерживали бы страдальцев вплоть до Третьего мирового периода. Ныне подходит к концу еще только первый.
живущие в Энрофе были бы окружены почти непроницаемым панцирем духовной тьмы, если бы не синклиты. Но эта работа, избавляющая одних, облегчающая других, предохраняющая третьих, обогащающая четвертых, просвещающая пятых, лишь одна сторона. Другая сторона — творчество автономных ценностей, значение которых неприходящее. Однако для нас созерцание творений синклитов, а тем более понимание их, возможно лишь в минимальной степени. Передача же их смысла при помощи наших понятий исключена полностью. Несколько понятнее третья сторона деятельности синклитов — их борьба с демоническими силами. Можно сказать, что бороться им приходится телесно, но, конечно, оружие их не имеет с оружием Энрофа ни одной точки соприкосновения. Оно разнообразно. Оно зависит и от совершенства владения собственным существом, и от того, против кого оно направлено. Однако общий его принцип характеризуется тем, что это концентрация волевых излучений, парализующих врага. Гибель в бою для братьев Синклита невозможна, возможно другое. В случае поражения — длительный плен в глубине демонических крепостей. Ландшафты затомисов осложняются неким эквивалентом городов, очень мало, впрочем, походящих на наши. Тем более, что жилищ, в строгом смысле этого слова, там нет. Назначение сооружений совершенно особое. Это преимущественно места общения братьев Синклита с другими мирами и с духами других иерархий. Здания, где протекает их общение, в его высших формах с монадами стихиалий, называются шериталами. И все же в архитектуре затомисов угадываются стили, знакомые нам, но как бы возведенные на несравненно более высокие ступени. Это результат параллельных процессов, понять которые нелегко. Нелегко, но следует. Дело в том, что прекрасные архитектурные сооружения Энрофа, насыщаясь излучениями многих человеческих психик, приобретают этим самым душу, точнее астрал. Такие астралы пребывают в затомисах. Но в затомисах есть и такие сооружения, никакого двойника которых в Энрофе нет. Например, те же шериталы. Есть и такие, которые были уловлены, поняты творцами Энрофа и намечены ими к воплощению на земле, но история поставила этому непреодолимую преграду. Братья Синклитов могут опускаться в миры нисходящего ряда вплоть до магм и подниматься до весьма высоких слоев, которые обозначаются как высшие аспекты трансмифов мировых религий. В каждом затомисе господствует преображенный язык соответствующей страны Энрофа. Здесь это не только звука, но и светоязык. Нисколько не странно применить к этим языкам и наше понятие словарного фонда. При этом надо указать, что фонд этот весьма отличен от нашего, соответственно, иному, несравненно более богатому запасу понятий. Наряду с этими языками метакультур есть и общий язык для всех. Название слоев, существ и иерархий оттуда. Быстрота и легкость усвоения различных языков здесь не может идти ни в какое сравнение с соответствующим процессом в Энрофе. Это происходит безо всякого труда, само собой. Общий язык затомисов принято называть языком синклита мира, но это не вполне точно. Синклит мира, о котором речь далеко впереди, знает такие формы общения, какие не имеют ничего общего с какими бы то ни было звуковыми языками.
Но, нисходя с высот в затомисы метакультур, братья Синклита мира направляли создание единого языка затомисов, и только поэтому условное наименование этого языка связано с их именем. В затомисах, кроме синклитов, обитают еще и другие существа — будущие ангелы. Это чудеснейшее творение Божие, и если мы вспомним сиренов и алконостов наших легенд, мы приблизимся к представлению о тех, чье присутствие украшает жизнь в затомисах Византии и России, к представлению о существах, предопределенных стать потом солнечными архангелами. В других затомисах обитают иные существа, не менее прекрасные.